Переговоры о прекращении войны с Трампом и Путиным. Зеленский считает, что Трамп может первым из мировых лидеров прилететь в Украину, и рассказал, как Лукашенко извинился в начале войны и предлагал удар по НПЗ в Беларуси. Об этом мы поговорим с Михаилом Шейтильманом, политтехнологом из Киева. Михаил, рада вас видеть, и спасибо, что присоединились к нам. Добрый вечер, Ольга. Михаил, речь пойдет об интервью Владимира Зеленского с подкастером Лексом Фридманом. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины должны быть надежные гарантии безопасности для окончания войны, а не просто лист бумаги, потому что гарантодателям Будапештского меморандума было наплевать на Украину. Каких гарантий ждали от Запада и какими они могли быть? Также президент Владимир Зеленский сообщил, что первые переговоры о прекращении войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, а затем с российским правителем, террористом Владимиром Путиным, если американский лидер предложит твердые гарантии безопасности для Украины. На самом деле, во-первых, мы хотим физических гарантий, а не юридических гарантий, не бумажных, не на бумаге, а реальных, скажем так. Это значит иностранные войска на территории Украины, войска НАТО. Это могут быть войска некоторых европейских стран или Соединенных Штатов. Но мы знаем, что план Трампа подразумевает европейские войска в Украине на линии фронта между Россией и Украиной. Так что я понял из этого интервью, что в целом мы на это согласны, на эти войска на территории Украины. Но этого недостаточно. То, о чем говорилось в этом интервью, это еще и членство в НАТО, по крайней мере, не оккупированной украинской территории, а это значит, что 80% украинской территории будет охвачено гарантиями НАТО в дополнение к войскам. И третье условие — это поставки большого количества оружия. И, наверное, президент Зеленский говорил не о том обычном оружии, которым мы сейчас пользуемся, обычном американском оружии, а о более мощном американском оружии. Я точно не знаю, какой вид он имел в виду, но он сказал в этом интервью, что вам не стоит беспокоиться об этом, потому что мы не будем применять это оружие, если Россия снова не нападет. Так что, пожалуйста, просто поставьте нам много очень мощного оружия, снабжайте украинскую армию. Так что это 3 условия для гарантий. Говоря сначала об этой встрече с Трампом, а затем с Путиным, Зеленский имел в виду и один очень важный момент, что, скажем так, следующие переговоры с Путиным не должны быть переговорами между 3 разными сторонами. США, Украина и Россия как равные силы. Но это переговоры между Россией с одной стороны и западными партнерами с другой стороны. Это означает, что Россия с одной стороны стола, а по другую сторону стола должны сидеть Украина, Соединенные Штаты и, как упомянул президент Зеленский, также Европа. Так что идея президента Зеленского заключается в том, чтобы сначала построить общее предложение Украины и западных союзников и вынести это предложение на переговоры против Путина. Такова общая идея. И выглядит это точно так же, как мирная конференция в Швейцарии, которая была в июне прошлого года, когда 83 страны подписали некие условия для переговоров против России, а затем предложили России присоединиться к этим условиям. Так вот, президент Зеленский хочет сейчас такой же процедуры. И вообще, в этом интервью все условия, о которых говорил Зеленский, это те же, почти те же условия, о которых говорил спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог, новоизбранного президента Трампа. Так что это выглядит как очень реалистичная процедура.
Вопрос только в том, готов ли Путин участвовать в этой процедуре или нет. Очевидно, что Трамп готов, и Европа готова. Президент Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп может стать первым мировым лидером, который полетит в Украину, но это произойдет после окончания войны. Зеленский сказал: «Да, я с нетерпением жду открытия Киевского аэропорта. Может быть, мы его откроем, но только. И вы должны понимать, если война закончится, должен быть устойчивый мир и системы противовоздушной обороны, если честно». Вы верите в это? Это скорее метафорический, чем реалистичный шаг. Но, допустим, когда мы действительно подпишем какое-либо соглашение с Российской Федерацией о замораживании войны, например, не мирное соглашение, а о замораживании войны, о прекращении огня. И это соглашение, по идее, может быть подписано в присутствии Трампа. Итак, в качестве символического шага Трамп мог бы вылететь из Вашингтона, например, в Киев сразу после этого. Но это всего лишь метафорическое выражение того, как выглядит мир в голове у Зеленского. Кстати, в головах очень многих украинцев символическое значение мира — это полеты гражданской авиации над Украиной, которых мы уже не видели в течение последних 3 лет. Михаил Зеленский заявил, что уважает американского миллиардера и союзника Трампа Илона Маска и хотел бы, чтобы Маск полностью поддерживал Украину. Он сказал: «Во-первых, у меня был разговор с ним, с Илоном Маском, в начале войны. Он является великим лидером инноваций в мире, и Зеленский сказал, что верит, что такие люди двигают мир вперед. Поэтому он с уважением относится к результату его работы, и мы видим этот результат». Чего ожидать от Илона Маска? Это была попытка выстроить хотя бы мирное соглашение с Илоном Маском, прежде чем мирное соглашение с Россией. Последние выражения Илона Маска в адрес Украины были не очень дружелюбными. И он сказал, что многие, например, украинцы украли деньги у американских налогоплательщиков. Он сказал много негативной информации об Украине. А еще он хотел, чтобы Украина дала какие-то территории России, например. Так что политика Илона Маска выглядит очень дружественной по отношению к Путину, а не к Украине. Но перед последними выборами в США Илон Маск был лишь частным лицом. Да, самый богатый человек в мире, но он частное лицо, которое является самым богатым человеком в мире. Но сейчас, начиная с ноября этого года, он, очевидно, является частью политической системы Соединенных Штатов. Возможно, он тоже займет какую-то официальную должность в администрации Трампа, но, по крайней мере, он сидит справа, он выглядит как правая рука Трампа, я имею в виду физически. Мы наблюдали за празднованием Нового года. По правую руку от Трампа за праздничным столом сидел Илон Маск, и они танцевали вместе. Так что это очень важный момент сейчас и для Зеленского. Президент Зеленский решил, что это хороший момент, чтобы попытаться убедить Илона Маска быть на нашей стороне, на стороне Украины, а не Российской Федерации. И не только в этой части выступления, о которой вы упомянули, речь шла о Маске и о международной политике, скажем, Илона Маска. Потому что в другой части речи президент Зеленский сравнил Путина и Илона Маска. И он сказал: «Вы знаете, вы не можете сравнивать Илона Маска и Путина. Илон Маск — превосходный инженер и выдающийся новатор, который создает суперсовременные ракеты для исследования Вселенной. А Путин тоже строил ракеты, но он строил ракеты для убийства людей. Путин — очень старомодный человек, и это человек прошлого, а не будущего, а Илон Маск — это человек будущего.
Так что это часть речи. В этой части его речи, я думаю, президент Зеленский сказал Илону Маску: «Понимаете, вы не можете быть в союзе с Путиным. Вы не можете быть союзником Путина. И это плохая идея — разговаривать с Путиным каждый месяц или раз в пару месяцев, как это происходит сейчас. Лучше быть на нашей стороне. Мы — современность, мы — будущее, Путин — прошлое». И я верю, что хотя бы Илон Маск, он прислушается к этому. Я не знаю, какие будут последствия. Но что мы могли видеть, так это то, что в своей социальной сети X Илон Маск впервые поделился выступлением президента Зеленского. Но он не дал своих комментариев, никаких негативных комментариев. Так что это выглядит как первый шаг к миру между Украиной и Илоном Маском. Президент Владимир Зеленский рассказал, что призывал США ввести превентивные санкции против России до начала полномасштабного вторжения, назвав их угрозы санкциями в случае атаки чушью. Зеленский сказал: «Я просил только об одном. В первую очередь у США. Если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы поговорите с ним, с Путиным, и он скажет вам, что будет вторжение, если все это вас пугает, я прошу только о двух вещах. Отправьте нам оружие, а еще лучше, укрепите нас превентивными мерами, чтобы не было войны». «Я просил не об оружии», — сказал Зеленский. «Я попросил санкции, промежуточные для него». Почему не были введены санкции? Это даже не оружие на самом деле. Обо всем этом, в этой части интервью, Зеленский об этом не упомянул. Но речь шла о Камале Харрис, вице-президенте США. И он описал реальный разговор с Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года, что было в начале февраля 2022 года. Так что, на самом деле, за пару недель, за одну или за 2 недели, я точно не помню, до полномасштабного вторжения. И мы знаем из прессы, мы знаем из разных статей. И именно из книги американского журналиста, которая называлась «Война», на этой встрече Зеленского и Камалы Харрис. Она сказала, что США не будут поставлять никакого оружия. И США не будут вводить против России никаких санкций до того, как Россия начнет агрессию. Потому что тогда в администрации США в 2022 году они считали, что угроза санкций должна остановить Путина. И если угроза санкций не остановит Путина, давайте просто эвакуируем Зеленского и эвакуируем правительство Украины. И отдадим всю украинскую территорию Путину. Это был реальный разговор и реальное предложение со стороны Соединенных Штатов. И президент Зеленский в своей речи просто не упомянул этого человека, но все в Украине знают, что речь идет о Камале Харрис. Так что это также некое послание избранному президенту Дональду Трампу о том, что, как вы видите, мы не были хорошими друзьями с предыдущей администрацией, поэтому давайте будем хорошими друзьями с вашей администрацией. Михаил Зеленский сообщил, что на 2-й или 3-й день полномасштабного вторжения России самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинился в телефонном разговоре за ракетные удары, которые наносились по Украине с территории Белоруссии. И даже предложил Украине нанести ответный удар по Мозерскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси. Как вы думаете, он хотел спровоцировать, или что это было? Нет, не совсем. Прежде всего, мы должны упомянуть о том, что с белорусской стороны. Сегодня есть реакция на это интервью. А официальный представитель так называемого белорусского президента Лукашенко, не помню, Хелен Эггерт, она сказала, что в первую очередь отрицает факт извинений. Она это отрицает, но она не отрицала факт этого звонка.
Зато объяснила, почему Лукашенко позвонил президенту Зеленскому. И это действительно забавное объяснение. Если бы вы могли сказать во время войны слово «смешной», то это было бы самое смешное объяснение во время всей этой войны. Она рассказала, что это сын Александра Лукашенко позвонил президенту Зеленскому. Его сын, он в это время учился в школе. И у сына каким-то образом в телефоне был прямой номер телефона президента Зеленского. И это он звонил президенту Зеленскому. И сразу после этого он протянул свой телефон белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Так что похоже на то, что Лукашенко, да, у него был разговор, но он не делал звонка. Это объяснение белорусских властей, извините. Что касается того, что было в этом разговоре, и всей этой истории про Мазерский НПЗ, что можно нанести удар по Мазерскому НПЗ, например. Это было похоже на то, что это не было провокацией. Это было похоже на форму извинения. Мол, вы хотите нам ответить, устроить нам какую-то вендетту, стоит просто ударить по нефтеперерабатывающему заводу. Было очевидно, что по нефтеперерабатывающему заводу в этот день никто не ударит. Да, сегодня мы можем ударить по нефтеперерабатывающим заводам по всей Российской Федерации, но 3 года назад у украинской армии не было никакой технической возможности и никакого оружия, чтобы бить по нефтеперерабатывающим заводам. Таким образом, это было абсолютно нереалистичное предложение, и, очевидно, это была просто фигура речи, чтобы сказать: «Да ударьте по моему нефтеперерабатывающему заводу». Кстати, это не единственный случай, когда Александр Лукашенко упоминал этот НПЗ во время этой войны. Помню, в ноябре 2022 года, когда была угроза того, что белорусские войска могут перейти границу с Украиной. Тогда Лукашенко публично просил, не по телефону, а публично просил не бить по Мазерскому НПЗ. Он просил Украину: пожалуйста, не бейте по Мазерскому НПЗ. Если вы ударите по Мазерскому НПЗ, наши войска действительно перейдут украинскую границу. Так что это похоже на какой-то принесенный в жертву объект, этот нефтеперерабатывающий завод в этой войне. Михаил, но это действительно очень странно говорить. Ударьте по нефтеперерабатывающему заводу. Вы знаете, как я забочусь о Мазерском нефтеперерабатывающем заводе. И еще Зеленский спросил, а чем вы, о каком возмездии? И как вы думаете, Михаил, был ли у Лукашенко выбор? Отдать свою территорию, белорусскую территорию, для российских войск для вторжения или нет? Нет, абсолютно нет. Это был не его выбор. А с 2020 года, когда Лукашенко проиграл выборы, он проиграл, набрав всего около 30% голосов избирателей. И с этого момента, с 2020 года, в Европе и на Украине мы называем его не президентом Лукашенко, а самопровозглашенным президентом Лукашенко, потому что он проиграл Светлане Тихановской, которая набрала 70% голосов, а Лукашенко только 30%. Так что в 2020 году в Беларуси произошла национальная революция, народная революция, не просто массовый протест, а фактически революция. И он был на грани потери своей власти в Беларуси. И Россия послала ему в помощь полицейские войска. Помочь ему в Минске физически, я имею в виду. И все, кто участвовал в этой революции, каждый из белорусов, с кем я разговаривал, они говорили, что между белорусами и Лукашенко стояли только российские военные группировки и российская милиция. Так вот, Лукашенко, его авторитет в Беларуси, его власть — это российская власть, а не его собственная. Так что у него не было выбора, и никто его не спрашивал. И, кстати, во время этой войны, я не помню точно дату,
Но около года назад в одном из своих интервью в Беларуси он сказал, что не давал никакого согласия на нападение российских войск на Украину с территории Белоруссии. Он сказал, что они пришли на нашу территорию, российские войска пришли на нашу территорию для военных учений, а потом, когда они ушли с нашей территории, они ушли не в сторону России, а в сторону Украины. Но что я мог с этим сделать? Такова была его официальная позиция в интервью. Михаил, и по поводу заявления Макрона. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина должна вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Макрон призвал украинцев вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам, потому что только они могут это сделать, чтобы найти решение конфликта, войны, вызванной полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году. На что намекал Макрон? Что за реалистичные дискуссии? О чем он говорит? Не в первый раз он намекает. Помню, в начале войны он звонил или приезжал в Киев. Нет, он позвонил президенту Зеленскому и просил его отдать России полуостров Крым, да, за мир. И когда президент Зеленский придал этому огласку, обнародовал факт этого звонка, это было как позор для Макрона в 2022 году, что он предлагает Украине как бы просто сдать свой суверенитет России. И сейчас он не может сказать это открыто, как он сказал это 3 года назад. Но он хочет подготовить, скажем так, украинскую делегацию к переговорам в США. И он хочет, чтобы мы договорились о прекращении огня на нынешней линии фронта. Очевидно, что такова позиция американцев, и я считаю, что это позиция Макрона сейчас. Но наши официальные власти заявили, что мы готовы к прекращению огня не на нынешней линии фронта, а на линии фронта 2022 года, когда Крым и часть Донбасса были оккупированы Россией, но остальная часть Украины не была оккупирована Россией. Таким образом, вместо 20% территории около 13 или 14% территории было оккупировано Российской Федерацией. Поэтому я считаю, что все переговоры, я имею в виду не переговоры с Путиным, а переговоры между нашими союзниками, Францией, США и Украиной, они связаны именно с этим вопросом. Готова ли Украина к прекращению огня на нынешней линии фронта или на любой другой линии? Михаил, спасибо вам за эту интересную беседу. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня с нами был Михаил Шейтельман, политтехнолог из Киева. Михаил, я желаю вам всего наилучшего, а также желаю всего наилучшего нашей аудитории. Подписывайтесь на канал «Война и политика» и на YouTube-канал Михаила Шейтельмана. До встречи. Спасибо, Ольга. Увидимся.